Приветствую вас на канале «Начни вязать». Меня зовут Татьяна. Это канал с уроками по вязанию спицами и крючком. Присоединяйтесь, если вы здесь впервые. Сегодня у нас обзор вот такой книги. Это вторая книга из серии «Гарри Поттер и вязание». Первая книга была вот такая «Магия вязания». Здесь у нас спицы. И вот в 2002 году вышла новая книга «Магия вязания крючком». Издательство «Миф» предоставляет скидку в 50% по промокоду, который сейчас я вам напишу на экране. Промокод будет действовать с 11 по 20 ноября. Распространяться он будет на все книги издательства, то есть не только на эту, но на все книги, которые у них есть в продаже. Так что если вы готовитесь к Новому году и хотите купить подарок себе или своим близким, то успевайте воспользоваться этим промокодом. Я считаю, скидка просто отличная. Итак, давайте смотреть книгу. Это книга «Магия вязания крючком», автор Ли Сартори. Это официальное издание, перевод второй книги, издательство «Миф». Книга вышла в 2022 году. У книги замечательные фотографии, замечательное качество печати, к этому придраться вообще невозможно. Приятно держать, читать и вязать по этой книге, я думаю, тоже будет приятно. Давайте рассмотрим содержание книги. Оно делится примерно на 5 частей. Первая — это секция с игрушками. Здесь они называют ее акцию амигуруми. Я бы поставила под вопрос название, потому что игрушки здесь совсем не амигуруми. Амигуруми — это что-то маленькое, а здесь игрушки довольно большие, которые могут даже по 50 сантиметров в высоту быть. Поэтому насчет амигуруми я сомневаюсь. Дальше вторая секция — это одежда магов. Здесь конкретно представлены вещи, которые являются репликами вещей из фильма. Волшебный дизайн. Здесь у нас тоже уже вещи, но которые были созданы, вдохновляясь фильмом, либо героями. То есть такие вещи, навеянные фильмом, но не те, которые мы видели в самом фильме. Дальше это секция подарки и декор. Здесь у нас какие-то аксессуары, приятные домашние мелочи. И пятое — это сокращение пряжи и благодарность. Эта книга содержит 24 изделия, связанные крючком. Здесь есть разные техники. Есть обычное вязание крючком, есть тунисское вязание крючком, есть вязание жаккарда, многоцветное вязание. Здесь представлены описания не только автора книги Ли Сартори, но и других дизайнеров, и у каждого дизайна подписано, кто его создал. Каждый проект, представленный в книге, имеет примерно вот такую заглавную страницу. У нас есть фото изделия, которое мы получим в итоге. У нас есть краткое описание, что здесь есть обычно. Это рассказывается либо о самом предмете, например, здесь рассказывается о распределяющей шляпе, какие-то моменты из фильма, как создавалась, какая была идея. И указывается также основные технические данные по вязанию, то есть, допустим, что эта шляпа вяжется сверху вниз круговыми рядами, что в конце нужно вставить проволоку, чтобы у нее была определенная форма. То есть вот такие основные моменты, которые нужно знать до начала вязания. Дальше у нас идет вот такая секция справа. Здесь идут следующие технические моменты. У нас указывается обязательно размер. Если это игрушка или какие-то аксессуары, пледы, например, и прочее, то это, конечно, один размер. И здесь уже будет зависеть от того, будете вы вязать пряжи подобной толщины, как указано в описании, или другой, то у вас плюс-минус больше-меньше получится какое-то изделие. Если же это вещь, то здесь указывается несколько размеров, то есть не только один размер, а до 6 размеров может доходить, и вы можете подобрать для себя подходящий. Далее указывает у нас, из какой пряжи вяжем. Так как у нас автор англоязычный, книга изначально англоязычная, то, конечно, пряжа указывается в их терминах. То есть здесь, например, у нас категория пряжи — это worsted или aran. Это имеется в виду, какой толщины пряжа. И не пугайтесь, потому что дальше написано, что это метраж такой, то есть 230 метров, 142 грамма. Метраж, конечно, очень интересный, но можно перевести, понимать примерно, сколько это метров на 100 грамм. То есть ориентируемся мы, как правило, конечно, на это, а не на английские обозначения толщины пряжи.
Указывается, какой крючок нужен. Также указываются какие-то важные мелочи, которые нужны для вязания. Например, маркеры или игла для трикотажа, или вот здесь в данном случае проволока. Обязательно указывается плотность вязания, а также каким узором нужно связать, чтобы посчитать плотность. Примечания. Важные какие-то моменты, которые нужно сразу учитывать. Например, что изделие вяжется по спирали, если не указано иное. И также, возможно, какие-то условные обозначения или моменты, как это все провязывать. Например, в примечаниях может быть вот такая большая информация. Здесь шарф вязанный то низким крючком, и здесь написаны техники основные, как вяжется тунисским крючком, чтобы дальше было понятно уже, как вязать, собственно, сам шарф. Все описания в книге содержат порядовое текстовое описание. Например, кардиган. Переворачиваем и видим, что у нас правая полочка, спинка, как линия плеча, как рукава. Все у нас прописано текстом с сокращениями. Сокращения расшифровываются в конце книги у нас. Особые техники у нас есть. Но если имеются какие-то цветовые сочетания, то может быть цветовая схема. Например, здесь это какие цвета, как распределяются в процессе вязания. А также есть технический рисунок, на котором можно увидеть размеры изделия, причем сантиметры указаны на каждый размер одежды. Также в этой книге есть какие-то интересные заметки касаемо создания изделий или в процессе снятия фильма. Есть вот такие кадры с самих фильмов, где указаны, допустим, изделия, которые мы вяжем. Этот же кардиган, вот здесь представлен на роне, но можно заметить, что он связан спицами, и это изнаночная гладь у нас идет, а у нас дизайн будет связан крючком. Покажу вам несколько дизайнов, которые лично мне очень понравились. Первая будет распределяющая шляпа. Мне кажется, она будет очень интересно вязаться за счет того, что здесь разная просто фактура, какие-то выступы, либо впадины, и, в общем, очень-очень здорово. И проволока, которую нужно вставить по краю. Я, кстати, подумала, что, может быть, стоило сюда вставлять ригелин, как мы обычно вставляем вязаные шляпки, но потом поняла, что ригелин не подойдет, ведь он сделает края шляпы довольно ровными, и они не будут такими зигзагами, поэтому проволока здесь, конечно, лучший вариант, как и представлено в дизайне. Следующее, то, что меня поразило, игрушка какая-то, конечно, Добби. Он здесь какой-то просто невероятный, шикарный. Эти печальные зеленые глаза сразили наповал. Вязание, я думаю, будет не очень простым. Здесь довольно большое описание, плюс соединение всех деталей в конце. Но, наверное, это того стоит. Еще вот такой дизайн мне понравился. Это джемпер Гермионы. Вяжется у нас сверху вниз. Это круглая кокетка. Красивое очень сочетание цветов. Отдельно вяжется здесь резинка поперечным вязанием. Мне кажется, очень красиво смотрится. Вот такая шапка Дамблдора. Вяжется она техникой в раскол. Кстати, да, забыла сказать, еще техника в раскол здесь есть. И она очень интересно называется, переведена, вернее, как столбики без накида по центру. Крючок вводится не под петлю, а в основание между ножками столбика. Вот, почему-то здесь переведено так. Но у нас, вы знаете, да, устоявшееся уже есть выражение, что это вязание в раскол. Вот оно здесь видно, и вяжется, получается, не только в раскол, но плюс это здесь разноцветное вязание, так как жаккард у нас получается, плюс еще потом здесь пришиваются бусины. Вот, я бы хотела такую шапку повторить. Мне кажется, она довольно простая и при этом классная. Дальше такой джемпер. Связан он регланом. Здесь та же техника в раскол. Единственное, что меня смущает, это то, что техника в раскол, она делает полотно толще, плюс больше расход пряжи. Во-вторых, то, что у нас здесь как-то никаких горловин, углублений, ростков как-то вроде не предвидится. Вот. И связано здесь не в технике жаккарда, а в технике интарсии. Вот эти полосочки. И последнее, наверное, что покажу, это плед герб Хогвартса. Здесь у нас все 4 факультета, и основной герб вывезен посередине. Вяжется это все единым полотном интарсии, снизу вверх, с вывязыванием центрального узора. Вот такие изделия, которые понравились лично мне в этой книге. Если вы тоже приобрели и что-то, может быть, уже связали, обязательно расскажите об этом в комментариях. Какой момент хочу озвучить, так как здесь вязание у нас порядное, и по схеме мы не можем просчитать, какое количество петель у нас, допустим, осталось, я бы рекомендовала все-таки при вязании всегда считать каждый ряд, сколько у вас петель, совпадает ли оно с тем, что указано в книге. Потому что, насколько я читала другие отзывы,
при вязании девочки находят ошибки, то есть не то количество петель указано, которое есть на самом деле. Поэтому всегда считайте. Ошибки, конечно же, могут быть, этого никак не избежать, поэтому просто учитывайте и всегда ведите подсчет петель. Я же книгой очень довольна, она эстетически очень красивая, дизайны интересные, пойдет на мою полку с вязальными книгами в компанию к первой книге, где магия вязания спицами. Я думаю, это будет отличный подарок на Новый год, на предстоящие праздники, либо для тех, кто просто любит вязать и, может быть, свяжет что-то для своих детей или внуков, или для поттероманов, которые обожают все, что связано с Гарри Поттером, тоже отличный подарок. На этом небольшой обзор книги окончен. Если вам было полезно и интересно, обязательно оставьте комментарий об этом, поставьте лайк видео, поделитесь им с теми, кому тема Гарри Поттера может быть интересна, и он бы приобрел такую книгу. Увидимся с вами уже скоро в новых уроках. Всем пока!